Приветствую, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Hi from Spain. Очень рада всех вас здесь видеть. Мы с вами находимся на самой центральной, самой знаменитой набережной Аликанте, Эспонада де Испания, которая вымощена плиточкой мелкой. Здесь использовано более 6,5 миллионов мелких вот этих вот кусочков. Представляете? Пойдемте прогуляемся, расскажу вам немножко о ней, расскажу о старом городе, посмотрим на старый город. И в конце заглянем в максимально средиземноморский райончик города Аликанте. Не все путеводители о нем пишут, но там просто очень красиво. Покажу вам, как это все выглядит. Поехали! Эспонада – это один из знаковых символов города и один из красивейших средиземноморских бульваров. День и ночь жители и гости города гуляют по этой живописной мраморной мозаике, выложенной из мраморных камешек алого, бежевого и черного, а точнее темно-синего цветов. Объемный волнообразный рисунок по замыслу архитектора должен создавать у пешеходов иллюзию движения по морским волнам. Современный вид эспонада приобрела в 90-е годы 20 века. 4 ряда пальм украшают эту живописную полукилометровую аллею, бегущую от площади с фонтаном Пуэрто-де-Мар и заканчивающуюся у парка с древними сказочными крупнолистными фикусами. С одной стороны эспонады сквозь листья пальм открывается вид на белоснежные яхты в порту, а с другой – на красивые здания, в первую очередь бывшие семейные особняки. В противоположном конце эспонады расположен маленький сквер. Этот сквер радует глаз гигантскими вековыми фикусами с причудливо переплетенными стволами. Они защищены на государственном уровне, и за всякий возможный вандализм с этими фикусами предусмотрены штрафы. Вот смотрите, даже их ветки специально подперты железными конструкциями, чтобы они себе спокойно стояли и не падали на людей. Эспонада – это место, где всегда кипит жизнь. Здесь можно найти множество кафе, ресторанов, сувенирных лавок. А по вечерам на бульваре туристов ждут развлекательные программы, шоу и концерты. Если вы будете гулять по набережной Аликанте, ваше внимание 100% привлечет этот белоснежный дворец с башенками – дом Карбонель. В общем, в начале 1920-х веков в Аликанте приезжает невероятно богатый текстильный магнат по имени Энрике Карбонель. Его дочь была серьезно больна, и врачи посоветовали ей морской воздух. Карбонель приехал в город, уставший с дороги, в пыльной одежде, и попытался заселиться в самый роскошный отель того времени. Палас Хотел, он как раз находился на этом месте. Но напыщенный швейцар и администрация посмотрели на его скромный вид и грубо выставили его за дверь, заявив, что таким тут не рады. Магнат наш страшно оскорбился, и вместо того, чтобы просто уйти, он выкупает соседний участок земли прямо впритык к этому отелю и нанимает лучшего на то время архитектора. Его приказ был прост – построй мне дворец, который будет настолько огромным, роскошным и ослепительно белым, что он навсегда сотрет этот отель с лица земли и полностью закроет ему вид на море. Карбонель вбухивает колоссальные деньги, строит дворец в течение 3 лет, но он достигает своей цели. Отель на фоне этого дворца стал выглядеть как жалкая пристройка, потерял свой статус и в итоге закрылся. Вот так обычная человеческая гордость подарила Аликанте один из самых его красивых символов. Все дороги в Аликанте ведут к пляжу, но если свернуть буквально на пару метров в сторону, вы попадете в совершенно другой мир. Это Эль-Баррио, официальное сердце старого города. Здесь ты сразу почувствуешь, как меняется масштаб. Улицы становятся настолько узкими, что солнце заглядывает сюда всего на пару часов в день, спасая от летнего зноя. Эти стены помнят века, но сейчас они буквально дышат жизнью. Из окон доносится звон посуды, где-то за углом кто-то эмоционально спорит на испанском, а изо всех щелей тянется умопомрачительный запах кофе и свежих тапос. Местные кафешки – это отдельный вид искусства, тут нет пафоса, ты можешь сидеть на крошечном стуле прямо на мостовой, пить холодный кофе или орчату, смотреть на прохожих и чувствовать этот неповторимый местный вайб. Умение никуда не спешить и наслаждаться моментом. Сейчас мы пришли с вами на интересную улицу Мухоморов, а точнее улицу Сан-Франциско. Это пешеходная улица в центре Аликанте. В последние годы 20 века эта улица считалась одной из самых опасных в городе. Здесь процветала преступность и продажа запрещенных веществ мигрантами из Северной Африки. И путешественникам рекомендовали обходить это злачное место стороной.
Но в конце 2013 года, не так давно, все очень круто изменилось. Мэр Аликанте Соня Кастедо полностью преобразила эту стрёмную уличку и сделала ее пешеходной. Фасады домов перекрасили, на дороге установили яркие грибы и мухоморы. Несмотря на первоначальные споры, улица привлекла внимание туристов, в связи с чем открываются новые рестораны и другие легальные виды бизнеса. А сама улица уже стала одной из достопримечательностей города. И мы с вами находимся в маленьком райончике Санта-Крус. Это буквально несколько таких пешеходных улиц, до которых еще не добралась цивилизация. Местные жители здесь своими силами поддерживают красоту этого района. То есть все цветочки, все эти горшки, домики выкрашены. Это все делается по инициативе и добровольно местными жителями. Это не какая-то государственная программа. Пойдемте посмотрим. Район Санта-Крус – это историческое сердце старого города Аликанте. Квартал на склоне холма, сохранивший ритм и фактуру прошлых веков. Его происхождение восходит к мусульманской эпохе, и это влияние до сих пор ощущается в узких извилистых уличках, созданных так, чтобы сбивать с толку захватчиков. Прогулка по Санта-Крус меньше похожа на обычный осмотр достопримечательностей и больше на прогулку внутри живой картинки. Дома здесь маленькие, белоснежные и очаровательные, часто украшенные расписной плиткой, религиозными образами и каскадами цветов, спадающих с кованых балконов. Каждый уголок открывает деталь, которая кажется случайной и одновременно идеально продуманной. Сюда стоит прийти, чтобы просто погулять без строгого маршрута, любоваться видами и почувствовать менее туристическую сторону Аликанте за пределами пляжа и набережной. Здесь есть чувство спокойствия. Несмотря на развитый туризм, район сохранил свою идентичность. Белье по-прежнему сушится между окнами, двери остаются открытыми, соседи здороваются друг с другом через узкие улицы, где едва могут разойтись два человека. Ну что ж, ребят, а на этой прекрасной ноте с высоты птичьего полета буду заканчивать сегодня влог. Всем спасибо за внимание. Люблю вас, целую. До новых встреч. Пока-пока.